Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание кармическому числу и поговорим, как правильно его рассчитать по дате вашего рождения. Достаточно интересная и познавательная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают эту информацию. Вы знаете, рассчитать кармический код можно с помощью нумерологии. И это древнее учение может ответить на самые важные вопросы и даст возможность избежать неприятностей и изменить жизнь в лучшую сторону. Вы знаете, по дате рождения каждого из нас можно рассказать многое. И даже если рассчитать число кармы, для того, чтобы можно было своевременно исправить ее и изменить судьбу к лучшему. Поэтому мы вам сегодня рекомендуем рассчитать кармический код. И это достаточно просто. Вам нужно перемножить цифры дня и месяца вашего рождения, исключая нули. Например, вы родились 25 февраля, то есть 25:02. Но помним, что мы должны исключить нули и все цифры перемножить. 2 умножаем на 5 и умножаем на 2. Итого, после математических умножений у нас получается цифра 20. Затем эту цифру нужно умножить, теперь нужно умножить и цифры года рождения. Например, вы родились 1981 года. 1 умножаем на 9, умножаем на 8 и умножаем на 1. Получается цифра 72. Теперь сложите получившиеся числа и приведите их к одной цифре. 20 плюс 72 получается цифра 92. Далее мы должны привести к однозначному числу. Тогда 9 плюс 2 получается 11. И опять мы должны привести к однозначному числу. 1 плюс 1 получается 2. Таким образом, после проведения определенных математических расчетов, мы приходим, что итоговое число и кармический код в этом случае будет 2. Друзья, напишите в комментариях под этим видео, а какое у вас получилось кармическое число. А далее мы сделаем с вами расшифровку кармического числа. Если в вашем случае получилась цифра единица, то испытания, которые выпали таким людям, рожденным под покровительством единицы, связаны с инфантильностью и доверчивостью. Это число указывает на необходимость отстаивать свое умение и учиться говорить слово «нет», чтобы не подвергать себя опасностям и не ввязываться в авантюрные дела. Единицам важно тренировать силу воли, которая поможет не идти на поводу у других людей и успешно противостоять манипуляторам. Если у вас получилась цифра 2, вы знаете, люди с этим кодом в прошлом были мечтателями и фантазерами. Вы зачастую предпочитаете прятаться от проблем и в выдуманном мире и ждать, пока все образуется само собой. Вам важно не пасовать перед трудностями, иначе поставленные цели останутся недосягаемыми. Необходимо бороться со своими страхами и не позволять им портить себе жизнь. Если у вас получилась цифра 3, то люди, рожденные под покровительством этой цифры, наделены удачей. Тройка указывает на везение и множество путей развития. Важно лишь выбрать тот, что вам по душе, и не сворачивать с намеченного пути.
Людям с этим числом кармы часто удается реализовать себя в наставничестве, передать какую-то накопленную мудрость следующим поколениям. Если у вас получилась цифра 4, это число указывает на большое количество неприятностей. Людям, которые находятся под покровительством этого кармического числа, важно быть внимательнее к своему здоровью. Нужно отказаться от дурных привычек и начать здоровый образ жизни. Большинство проблем таких людей заключается в неумении грамотно распределять личное время и силы, что часто приводит к срыву планов и болезням на нервной почве. Если у вас получилась цифра 5, и пятерка говорит о том, что середина жизни – самое благоприятное время, когда ваши цели достигаются, а работа будет наиболее продуктивна. Людям с таким числом в коде важно научиться действовать последовательно, не торопить события и помнить, что в жизни все случается вовремя, не раньше и не позже, чем уготовила судьба. Если у вас получилась цифра 6, у людей с таким кодом кармы сильно развита интуиция, которая помогает им обходить неприятности стороной и вовремя находить путь к счастью. Вам стоит почаще прислушиваться к своим предчувствиям. Шестерки способны вступать в кармические отношения, и судьба, уважаемые шестерки, вас может столкнуть с человеком, с которым вы встречались в прошлых жизнях. Если у вас получилась цифра 7, то вы милосердны и добры. Вам не составляет труда помогать ближним. Семеркам важно реализовать свой потенциал, и прекрасным занятием для вас будет волонтерская и кураторская работа, профессии врача и спасателя. Обладатели этого кармического кода способны легко зарабатывать, и вы знаете, у кого семерка, то им подвластна денежная магия. Если у вас получилась цифра 8, то этот код указывает на ваши лидерские качества, которые важно развивать с раннего возраста. Людям, рожденным с этим кодом, важно быть честными, чтобы стремительный карьерный рост не закончился внезапным падением. Восьмеркам стоит попробовать себя на политическом поприще или даже в военном деле. Вы сможете развить свои способности. И если у вас получилась цифра 9, то это число наделяет людей тягой к знаниям и изобретениям. Девяткам важно идти путем, который подсказывает их сердце. Они становятся прекрасными научными деятелями, однако им важно отказываться от дурных пристрастий и привычек. Девятки подвержены внушению и могут оказаться даже в дурной компании, что позволит им развиваться, не позволит им верно развиваться в том направлении, которое бы они хотели. Вы знаете, каждый человек сам строит свою судьбу, если не останавливается перед препятствиями и не зацикливается на прошлом. Добрые поступки и желание изменить в лучшую сторону помогут вам достичь всего, что нужно. А нумерология просто дает вам подсказки и определенные советы, которые нужно обязательно использовать для своей жизни.